Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я хочу рассказать вам о втором закрытом канале на Бусте. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале. Потому что YouTube их может заблокировать, друзья. Для этого существует второй закрытый канал. И я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами на закрытом канале на Бусте уже с прошлого года. Вы помогаете нам становиться лучше, друзья. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Также напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, консультации, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами и личными раскладами просьба обращаться в личку. Личка указана в комментариях под любым видео. Если вы не нашли мой личный номер телефона, то, пожалуйста, напишите мне комментарий под любым видео, я вам обязательно отвечу. Также напоминаю вам о том, что вы можете поставить лайк понравившемуся видео, жмите на колокольчик, чтобы видеорасклады обязательно появлялись у вас в рекомендованных. А сегодня у нас с вами карта Таро Призма Visions, и мы поговорим о Юлии Началовой. Ну, во-первых, начиная расклад об этом человеке, хочу сказать, что мне очень жаль, что молодые и красивые люди, не прожившие эту жизнь в полной мере, не познавшие как всех радостей жизни, так и счастья, не увидевшие, как растут их дети, умирают так рано. Юлия Началова была светлым человеком, по крайней мере, так хочется думать. Сегодня на картах Таро мы рассмотрим характеристику личности Юлии Началовой, детство и отношения, и исход столь трагичный, что невозможно думать о нем как о само собой разумеющемся факторе. Начнем мы, конечно, с характеристики личности. Друзья, я напоминаю, что если вы не хотите слушать о характеристике личности долго, да, вы можете перейти в тайминге, обязательно в комментариях в тайминге можно перейти. Характеристика личности Юлии Началовой, друзья, давайте узнаем. Характеристика личности, основная суть Юлии Началовой. Покажите нам, пожалуйста, карты. Характеристику личности, основную суть Юлии Началовой, каким человеком она была, каким человеком ее видел этот мир, каким человеком ее видела Вселенная. Характеристика личности, основная суть Юлии Началовой. Карта Тройка мечей. Тройка мечей – это тяжелая карта, это утраты, это потери, это человек, который не имеет своего мнения, человек, который идет по этой жизни, потому что так сказали, потому что так нужно. Человек-отличница, ставит галочку себе в тетрадку, ну это грубо говоря, да, не в буквальном смысле этого слова, для того, чтобы отметить, что я все сделала правильно, я все сделала так, как нужно, хотя ей это причиняет особую боль. Человек, душевной раны и тайны которого никто не познал и не открыл. Достаточно замкнутый, несмотря на то, что очень улыбчивый, экстраверт на людях, интроверт глубоко в душе, который не желает ни с кем делиться своими настоящими чувствами и эмоциями. Человек, которого предали и предали самые близкие люди. Это как минимум 3 человека в ее жизни. Очень добрый, очень совестливый, очень честный, от этого страдает больше всего. Дарит больше ресурсов, нежели получает, не получает взаимообмена никакого, потому что вот очень плохо в нашем мире быть слишком плохим, слишком добрым, слишком хорошим или слишком злым. Слово «слишком» нужно убирать. И нужно оставлять какое-то одно слово. Быть просто хорошим, быть просто добродетелем, просто помогать. Но она была слишком. Все было слишком хорошо, слишком выверено, с галочкой, с отметочкой. И поэтому она не пережила рубеж 40 лет. Возможно, какая-то нестрессоустойчивость, здесь как раз об этом говорится, ее добила, потому что сам организм себя искалечил, сам организм себя убил. Психоэмоциональные наши какие-то неурядицы в нашей голове, в нашем подсознании, они очень сильно влияют на телесное. Это характеристика личности Юлии Началовой. Сильные и слабые стороны. Давайте узнаем сильные и слабые стороны Юлии Началовой. Обратите внимание, что выпал младший аркан, не старший, человек, манипулируемый кем-то, человек, который стоит за кем-то. Человек, который слишком сильно доверяет, и поэтому его предают. Сильные и слабые стороны Юлии Началовой. У всех у нас есть сильные и слабые стороны. Сильные и слабые стороны Юлии Началовой. Ее сильная сторона. Сильная сторона, но она императрица, она красивая, она женственная, она сексуальная. И это не только выражается в физике, это выражается в харизме, это выражается в менталке. К ней тянутся люди не потому, что она такая светлая и такая красивая снаружи, она красивая и светлая изнутри.
И это глубоко импонировало людям, которые находились рядом с ней, они тянулись к ней. Ее сильная сторона – это ее женская энергетика, необузданная, красивая, по-настоящему интересная, харизматичная энергетика, которая льется изнутри только из самой настоящей женщины. Это ее сильная сторона. Слабая сторона. Очень много отдает. Обратите внимание, что Паша Кубков здесь больше отдает, нежели получает. Отдает свою любовь, отдает свои чувства, свои эмоции, свою харизму снова, да. Харизмы у нее вдоволь, много, но она ничего не получает взамен, как я уже говорила в предыдущей карте. Нет никакого взаимообмена. Есть только дать и не получить. Вот в этом ее слабая сторона. Слабая сторона в том, что слишком добрая, опять, да, слово слишком открытая, слишком доверчивая. И поэтому это слово слишком помешало ей в этой жизни прожить долгую и счастливую жизнь, какую бы она могла прожить. Это ее сильные и слабые стороны. Фобии и самый большой страх. Есть фобии, кто-то боится пауков, кто-то боится высоты, чего боится Юлия Началова, и какой самый большой страх в ее жизни. Фобии и самый большой страх в жизни Юлии Началовой. Чего боялась Юлия Началова и самый большой страх в ее жизни? Чего боялась? Стоять на месте, не преодолеть тех препятствий, какими она была загружена извне. Девятка – это стагнация, это мы стоим на месте, мы пробираемся по тьмах, по хоть и красивому лесу, но совершенно незнакомому, совершенно заблудшему лесу. Я боюсь заблудиться там, где я совершенно не знаю дороги, я не вижу выхода, я боюсь не оправдать ожиданий других людей, потому что для меня посадили целый сад, посмотрите, какой роскошный, для меня посадили целый лес из красивых цветов, а если я не смогу пройти этот лес, то как же я оправдаю надежды и ожидания? Вот это ее фобия, не оправдать надежды и ожиданий, в основном близких людей, тех, кто посадил сад, кто посадил деревья и цветы в лесу специально для Юлии Началовой. Какой самый страшный страх в ее жизни, самый большой страх? Быть нелюбимой. Вот чтобы рыцаря кубков это нелюбимая, это любовь, но это нелюбимая в плане страха, да, самый большой страх быть нелюбимой. А быть нелюбимой кем-то, быть нелюбимой мужчиной. Вот почему-то мужчина для нее очень важную фигуру, очень важную роль вообще слово мужчина играл. Не какой-то один мужчина, а слово мужчина это важная роль в ее жизни. Не женщина, не становление как женщина, а именно мужчина. Хочу, чтобы меня любили. А если меня любить не любят, вот, если меня любить не будут, простите, я буду очень переживать, я буду очень бояться. Тут даже быть одинокой в своей любви. Здесь вот об этом речь. Я боюсь быть нелюбимой, одинокой в своей любви. Я боюсь только отдавать, что она и делала всю свою жизнь. И по рыцарю кубков боюсь не встретить свою настоящую любовь. Боюсь пропустить что-то. Но обратите внимание, что здесь не король, не император, здесь рыцарь. Ей достаточно было маленькой толики внимания и маленькой толики любви для того, чтобы она поняла, что вот действительно меня кто-то любит, меня кто-то ценит. А на самом деле, если ты себя сама любишь, а Юлия Началова хоть и говорила, что любите себя практически во всех своих интервью, она не любила себя сама. А если тебя не любят, то кто тебя полюбит тогда? И вот здесь я боюсь быть нелюбимой, хотя сама себя не люблю. И жертвую собой, жертвую обстоятельствами в своей жизни ради кого-то, для того, чтобы оправдать чьи-то ожидания, для того, чтобы оправдать чьи-то надежды. В чем счастье и в чем личная драма Юлии Началовой? В чем счастье заключалось в жизни Юлии Началовой и в чем ее личная драма заключалась, трагедия, что она не могла пережить, чего она не хотела переживать в своей жизни. У каждого из нас понятие счастья, оно свое, понятие личной драмы тоже свое, все мы люди разные, все индивидуально. В чем выражалось счастье и в чем личная драма выражалась Юлии Началовой? В чем счастье? Счастье побыть наедине с самой собой, счастье побыть со своим подсознанием, почитать книжку, поговорить сама с собой. Вокруг меня почему-то постоянно люди. Я их очень люблю, потому что четверка кубков, да. Я их очень люблю, очень ценю, но так иногда хочется посидеть под деревом, почитать какую-то книжку, подумать о будущем, подумать хоть раз в жизни о том, чего я хочу сама для себя. Вот в этом мое счастье. Мое счастье в уединении, в умиротворении, чтобы меня хотя бы 5 минут никто не трогал, но это буквально, не в буквальном смысле. В чем личная драма, в чем трагедия Юлии Началовой? Пошла не тем путем. Шестерка жезлов – это пойти тем путем, но если мы говорим о личной драме и личной трагедии, пойти не тем путем. Вот я не хотела, наверное, быть
певицей, да, возможно, она не хотела быть артисткой, мы это спросим, уточним впоследствии. Я иду не тем путем, я иду путем, который мне раскрывают. Передо мной раскрывают объятия, передо мной солнечный свет. Меня берут в свои объятия и меня буквально окунают в эту звездную жизнь, а я, возможно, не того хочу, и в этом моя личная драма. Личная драма и трагедия – это жизнь на отлично, выверенная, на пятерочку, с выглаженными юбочками, с выглаженными платьями, чтобы все было так, как необходимо тому, кто стоит за мной, но не мне самой, понимаете? Вот в этом ее личная драма, в этом ее личная трагедия, не выражение эмоций и чувств тех, которые она действительно в этой жизни испытывает. Психологические и психопатические расстройства личности. У всех у нас, хочу сказать, что у 99% населения планеты Земля есть психологические расстройства, а психопатические есть не у всех. Сегодня выясним, есть ли у Юлии Началовой психологические и психопатические расстройства личности. Какие психологические расстройства личности есть у Юлии Началовой и есть ли психопатические расстройства личности? Психологические и психопатические расстройства личности Юлии Началовой. Невозможно сделать свой собственный выбор, потому что за мной стоит некий король жезлов. Опасение, страх, боязнь разочаровать некого короля жезлов. Вот опять, да, здесь жертвенность, здесь больше виктивностью пахнет, именно психопатическим расстройством личности. Виктивность, жертвенность, называйте как хотите. В психологии хорошо подходит для этого карта Таро повешенный. Но здесь вышла двойка жезлов, и я не иду своим путем. Я думаю о том, что я хотела бы пройти свой путь в этой жизни, но я иду путем, который мне предназначил некий король жезлов. Король жезлов – это кто-то, кому я доверяю. Человек яркий, человек импульсивный, человек горячий, человек, который поможет мне пойти правильным путем. Ну, по крайней мере, я так думаю. Это жертвенность, друзья. Да, я не могу сделать свой выбор, невозможность выбрать. Двойка пентаклей, как качели какие-то. Я вроде хочу чего-то одного, но в итоге делаю что-то другое. И мне кажется, что я делаю то, что необходимо, потому что об этом мне говорит король жезлов. И я ухожу от реальности, ухожу в пространство, восьмерка кубков. Ухожу, потому что люблю короля жезлов. А что мне еще остается делать? Это жертвенность. Борьба с самой собой по пятерке мечей. Со своими чувствами, со своими настоящими эмоциями, со своими настоящими переживаниями. Деструктивность какая-то в голове, жертвенность, виктивность и главным образом ее психопатическое расстройство личности. Отношения Юлии Началовой с мамой и папой. Давайте узнаем. Отношения Юлии Началовой с мамой и папой. С родителями, со своими. Отношения Юлии Началовой с мамой и папой. Какая-то тайна вокруг мамы, какая-то тайна вокруг женщины, вокруг любимой, вокруг королевы кубков. Маму очень люблю, но есть какая-то тайна, есть что-то по 20-му старшему аркану страшный суд или просто суд, есть какая-то тайна, не раскрытая до конца. Я знаю, она знает, но кто-то не знает вокруг нас. Да. Я маленькая, она большая. Она давлеет надо мной, что-то мне говорит мне что-то сделать. Какая-то тайна между ней и между матерью. Всю ее жизнь ее мучила. Такие стабильные отношения, вот мне почему-то маму сейчас именно показывают, я сейчас папу тоже вытяну, да, стабильные отношения между ней и между мамой, здесь башня, обратите внимание, она никуда не падает, в башню не попадает молния, здесь башня не классическая, она стоит на краю утеса, и тем не менее она не рухнет никогда, потому что утес очень крепкий, на нем растет целое дерево, и здесь стабильные отношения, которые... стабильно тяжелые, скажем так, да, стабильно жесткие. Я очень люблю свою маму, но отношения такие стабильно жесткие. Она надо мной давлеет, и что-то вот мне она говорит, или что-то запрещает, или что-то сказала мне сделать, чего я не хотела делать в своей жизни. И это какая-то тайна между нами. Это было давно. И карта звезда еще выражает некий холод. Здесь она более теплая, карта звезда. И теплоту я чувствую от Юлии. Вот именно теплоту чувствую от
от того, что сближает их, от того, что сближает Юлию Началову, от того, что сближает ее маму, теплота тайны нашей. Мы вместе знаем об этой тайне и никому ее не раскроем, никому ее не расскажем. Стабильно, тяжелые, достаточно жесткие отношения, несмотря на то, что я сильно люблю свою маму. Я к ней тепло отношусь, она с таким больше холодом и надменностью, потому что считает, что она может надо мной давлеть. И здесь есть какая-то тайна, вот я не хочу ее раскрывать, она только между нами двумя, между нами девочками, хочется сказать. Хорошо, отношения с папой Юлии Началовой. Отношения с папой. Потому что я здесь вижу именно женскую фигуру, мне все говорит про женщину. Карты говорят про женщину. Отношения с папой. Очень много дел. Очень много. Вот как будто все время куда-то спешим, идем, спешим. А вот друг на друга как времени нету толком. Вокруг нас люди, постоянно какая-то толпа людей. Отношения кармические очень с отцом она раньше встречалась в прошлой жизни. Отношения по справедливости. По справедливости по дураку. По справедливости, потому что я его ребенок принес, да, ребенка. По справедливости, потому что я его ребенок, но так, наверное, и должно быть. Отец говорит, я делаю. Тут какие-то отношения такого должностного характера, знаете, я должна, потому что я ребенок. Я прям карту на карту наложу. И много-много людей вокруг нас, постоянно шум какой-то, вихрь каких-то событий. Не успеваю с ним толком пообщаться нормально. Закрывают рот мне. Мне закрывают рот, я делаю то, что велят мне. Хотя все хорошо, десятка пентаклей, мир, согласие, дома уют. С мамой такие стабильные отношения, как я уже сказала, да, с папой такие более теплые, десятки пентаклей. Но более теплые и пентакли это все-таки ресурсы. Как с меня потребляют эти ресурсы, я дарю эти ресурсы отцу, да, отец тоже ее любит, она его любит, но вот здесь вот отношения чисто дочка-отец. Отец говорит, я делаю. И опять я больше отдаю, да. Опять я паш кубков, я больше отдаю в этих отношениях, нежели забираю. Я не вижу здесь чистой, открытой любви. Вы уж извините меня, родители, да, за такие вещи, которые я говорю. Иногда родители не понимают, где любовь, а где, скажем так, какие-то такие моменты, которые вы хотите воплотить в своих детях и не воплотили в своей молодости. Вот родители иногда видят в детях то, что они не успели сделать в своей жизни. Это не есть любовь. Это не есть любовь таскать ребенка везде и всюду для того, чтобы ребенок стал якобы счастлив, если он станет звездой. Это неправда. Ребенку хорошо будет и дома вместе с вами, и если ребенок сам выберет, по какой карьерной лестнице ему идти, это будет счастье. Заключала ли Юлия Началова темный договор? Это самый такой популярный вопрос. Заключала ли Юлия Началова темный договор? Заключала ли Юлия Началова темный договор? Да, да, не я заключала, не я ничего не делала, я ничего не хотела. Я вообще одинока в своем выборе. Я не могу посмотреть страху в лицо, я не могу посмотреть в лицо кому-то. Я стою на месте, я вообще ничего, не то что ничего не смыслю в этой жизни, а я не могу выразить своего мнения. Здесь сразу заключала ли темный договор, здесь туз жезлов. Да, однозначно, да, для того, чтобы что-то выросло, нужно было что-то отдать. Понимаете, да, о чем речь? Но это сделала не я была еще совсем маленькой. Посмотрите, как надо мной сверху давлеют. Я совсем малышка, я стою на месте, я как могу это сделать самостоятельно, если я вообще в тени? Я отошла от всех этих насущных дел. Кто-то, заключение договора, да, двойка кубков, пожалуйста, вот что вы, да, будете говорить, что это нет? Пожалуйста, да, в любом случае, да. Карты сами отвечают, да, королева пентаклей. Я получила что-то на руки, я получила ресурсы, я получила звезду, я получила пентакль, деньги, славу, известность. Но заключала-то не я темный договор. И после заключения темного договора я стала известной, стала королевой пентаклей с ресурсами и королевой жезлов, более манкой, более интересной, более талантливой. Хотя талант у нее, несомненно, есть от рождения, кстати, вот хочу вам сказать, талант есть от рождения, она держит его в своих руках. Однако сделали так, чтобы вот, как знаете, как продлить.
продлить время нахождения на сцене, скажем так. Возможно, имея талант, она бы не была на сцене, ее бы никто не знал. Даже не буду спрашивать, кто заключил темный договор, дабы не насылать на себя сейчас проклятие, потому что понятно, да, кто заключал за нее этот договор темный, потому что дети темный договор не имеют права заключать до 12 лет, а там с 2 лет ей отец занимался. Детей талантливых много, понимаете, не одна Юлия Началова. Но здесь именно она оказалась на сцене просто так не оказываются, друзья. Как бы вы ни хотели об этом думать. Имела ли Юлия Началова талант от Бога? Именно талант певицы. Имела ли Юлия Началова талант певицы от Бога? Дар от Бога. Умела ли она действительно петь, если бы вот не заключение темного договора? Тут магия. Друзья, тут магия больше, да, тут больше из семьи идет то, что вот в семье кто-то хотел, чтобы ребенок был выше, чем он есть на самом деле. Да, тут, возможно, милый ангельский голосок, все отлично, но потянуть такие ноты и стать такой ресурсной по десятке пентаклей можно только с помощью магии. Невозможно заработать больше, чем ты должен заработать в этой жизни по карме, по каким-то кармическим задачам, если ты не прибегнешь к магии. А магия здесь черная. Обратите внимание, какая здесь огромная луна. И здесь карта мага, человек давлеет над маленьким человечком. Это не человек, это сущность, которая помогает другому человеку вырасти, по десятке пентаклей вырасти. И здесь это идет из семьи. Но вот ничего не могу поделать, карты выходят такие, какие выходят. Хотела ли быть Юлия Началова сама певицей? Давайте спросим, чего она хотела. Потому что я вижу здесь только пока, чего хочет отец, чего хочет мать. Хотела ли быть певицей сама Юлия Началова? Хотела ли быть певицей? Хотела ли быть певицей Юлия Началова? В меня посадили эту мысль. Тройка жезлов — посадить дерево. Посадить дерево для того, чтобы оно принесло какие-то плоды. И эта мысль во мне остановилась. Девятка пентаклей. Вот остановилась она на каком-то этапе моей жизни, и все. Понимаете? Она во мне засела, застопорилась столбом, укрепилась во мне. Однако по пятерке жезлов я каждый раз самостоятельно пыталась обдумать, мое ли это решение. Во мне как будто много мыслей уживалось в моей голове, много мыслей, они спорили друг с другом, я спорю сама с собой. Правда ли это мои мысли? Когда заключаешь темный договор, естественно, мысли лезут разные, и сущности лезут разные в голову, в твое подсознание, да, и кажется, что это мысли твои. Я много думала об этом. Но во мне зародили эту мысль, и зародил кто-то. Король мечей здесь стоит над своими детками, да? Колдует. Для того, чтобы мысли зародились в моей голове, некий король мечей их в меня посадил, эти мысли. И они как будто бы уже мои. Как будто бы я сама хочу быть певицей. Понимаете, она как будто не имеет своего мнения. Я не могу тоже выразить это. Не имею своего мнения, потому что мне кажется, что в меня вбили эти мысли. Ну, значит, и правда хочу быть певицей. Вот здесь вот об этом речь. Правда ли, что Юлия Началова болела нервной анорексией в начале 2000-х годов? И если да, в чем причина? Правда ли, что Юлия Началова болела нервной анорексией в начале 2000-х годов? Правда ли это? Из-за короля Пентаклей. Из-за короля Пентаклей пошла не той дорогой, какой хотела бы. Хотела удержать. Хотела, чтобы не смотрел на сторону. Действительно. Действительно, и причина — это мужчина. Мужчина. Хочу быть красивой для мужчины. Отношения Юлии Началовой с Ириной Понаровской. Вот она взяла над ней шефство. Мне интересно, чего она так за нее взялась. Отношения Ирины Понаровской и Юлии Началовой.
Как на самом деле Ирина Понаровская относилась к Юлии Началовой? Очень много эмоций в их общении. Очень много эмоций. Что за эмоции? Сейчас посмотрим. Отношение Ирины Понаровской к Юлии Началовой. Как на самом деле относилась к Юлии? Зависть такая, знаете, зависть к молодому телу, к молодости. Противоречие внутри меня. Вроде ей нравится девочка, а вроде и зависть. Много зависти. Да, она была наставницей, да, она взяла на ней шефство, можете сейчас сказать. Но я говорю ее мысли, выражаю ее мысли сейчас. Ничего не могу поделать, вот как есть. Очень много зависти. Твой путь только начинается. Он развивается, начинается, в тебе много ресурсов, в тебе много зачатка, который потом перерастет в нечто большее. В тебя вложено и много посажено. Много зависти. Я вижу много зависти. Почему взяла шефство? Ей это было чем-то выгодно. Потому что здесь одни пентакли. Я взяла на тобой шефство, потому что мне это было выгодно. Ресурсность, молодость какая-то. Как, знаете, как я с тебя выжимаю какие-то соки. Здесь вот об этом речь. Мне выгодна твоя ресурсность. Я потребляю, я потребленец. Я про Ирину Понаровскую сейчас говорю. Это именно отношение Ирины к ней. Следующий вопрос. Отношения Евгения Алдонина и Юлии Началовой. Любили ли они друг друга на самом деле? Отношения Евгения Алдонина и Юлии Началовой. Отношения Евгения Алдонина и Юлии Началовой. Любили ли друг друга? Тут кто-то встал между ними, да, мужчина что-то пытался построить. Тут много каких-то холодных разговоров, очень много холодных разговоров. И тут по семерке кубков кто-то встал между ними. Тут как змея какая-то встала между их любовью. Тут мужчина старался, тройка пентаклей. Посадить дерево, построить дом, да. Но тут много холода какого-то встречал со стороны женщины. Да, какая-то отстраненность, какая-то пустота со стороны женщины. А мужчина, как вот видите, сторона мужчины, сторона женщины. А мужчина как-то пытался прийти к какому-то консенсусу, взаимопониманию. Но тут кто-то встал между ними. Причина развода – это кто-то встал между ними. Десятка жезлов. Ухожу в другую сторону. Женщина уходит в другую сторону, отдаляется. Отношения Александра Фролова и Юлии Началовой. Любил ли Юлию Александр Фролов? И какой вообще интерес был к Юлии Началовой? Отношения Александра Фролова и Юлии Началовой. Любил ли Юлию Александр Фролов? И какой вообще интерес имел к Юлии, если не любил? Эти все карты. Что-то про дом. Что-то про дом, про строительство, про ремонт. Отстраненный какой-то паш мечей. Не зря вот эти две карты снова выпали. Какой-то отстраненный. И вот как ремонт делает. Делает ремонт. Для того, чтобы потом что-то получить побольше. Побольше, посочнее кусочек урвать. Подстраивается под ситуацию, переливает из пустого в порожнее. Карта умеренности. Спокойные такие холодные отношения, ровные. Такое ощущение, как будто он сам не умеет чувствовать и любить. Холодные, ровные отношения. Мало интима. Какие-то тоже холодные разговоры, но уже со стороны мужчины. Как будто делает ремонт для того, чтобы что-то получить потом. Карта дьявола. Привязанность. Привязанность к человеку. Аддикция к человеку, но это не любовь. Как, знаете, привык к человеку. Карта дьявола. И карта дьявола еще имеют какие-то намерения на человека. Не очень хорошие, чтобы получить и оторвать какой-то кусок от Юлии. И уйти потом. По шестерке жезлов. Любви здесь нет.
То есть если Алдонин, он старался по этой карте, здесь просто я вижу какой-то ремонт для того, чтобы урвать кусок. Причина болезней телесных, телесных разрушений Юлии Началовой. Это красная волчанка, мигрирующая подагра и диабет второго типа, если не ошибаюсь. Какая причина у болезней, телесных болезней Юлии Началовой? Какая причина? Какая главная причина? Помним, да, то, что заключение темного договора было со стороны взрослых, не со стороны Юлии. Какая главная причина болезней телесных Юлии Началовой? Стремление к красоте, стремление быть красивой. Что это такое? Стремление быть лучше, стремление быть красивой, стремление быть идеальной, пойти другим путем, построить новую себя, поменять все в своей жизни, как обновиться что-то, как, знаете, как операция какая-то. Я не вижу здесь порчи. Вот что интересно. Я не вижу здесь порчи, я не вижу здесь причины темный договор. Темный договор был заключен, но был заключен на долгое время. Условия этого договора не было, то, чтобы Юля быстрее исчерпала свои жизненные ресурсы и быстрее умерла, да, не было такого. Здесь все случилось не так, как должно было случиться, не по судьбе, как будто бы она сама на себя навлекла беду, если это можно так сказать. Погоня и стремление за красотой, обновление, сделать новую себя, как поменять. Поменять, но стало только хуже. Поменять, сохранить, как сохранить молодость, сохранить свои какие-то ресурсы, какие-то обновления в себе. И вот от этого что-то пошло. Что-то начало меняться из-за этого в организме. А причина именно мигрирующей подагры. Здесь вот вряд ли из-за какой-то операции, да, причина мигрирующей подагры. Но императрица еще может указывать на род. Род со стороны матери. Здесь может говорить и о пластической операции, которую она, кстати, делала, да, в плане вот имплантов, в плане грудных имплантов, и в плане рода. Род, то, что на роду написано. Колесо фортуны, еще не проработанная карма. То, что на роду написано по женской линии. И я иду по этой женской линии и, собственно говоря, прорабатываю свою карму. Какие-то кармические свои задачи. Причина мигрирующей подагры. Десятка пентаклей. Что-то в семье. Что-то когда-то давным-давно было в роду. И это, к сожалению, пришло на Юлю. То есть не пришло бы на Юлю, пришло бы там на ее дочку или еще на кого-то, да? Здесь не про темный договор, не про теории заговора, не про порчи, не про сглазы, не про магию. Хотя темный договор был. Но она бы еще прожила. Если бы что-то вот не генетическое и плюс какое-то вмешательство по красоте. Плюсом на плюс получается минус. Да, здесь что-то издавна. Что-то давно идет, как на роду написано, холодное, далекое. Далекое от императрицы, от женской линии, от линии матери. То, что я пройду за всех женщин в моем роду. И еще плюс ко всему я хочу стать другой. Тут еще операция поспособствовала вот этому процессу. Здесь генетическое, на генетическом уровне. Здесь нет порч, друзья. Как бы вы ни хотели в это верить, я всегда раскрываю, если есть порчи, если есть какие-то сглазы. Темный договор, да, был, но она бы была очень мега популярной, еще долго бы пела, еще долго бы была на сцене, если бы не ее какое-то оперативное вмешательство, которое она захотела сделать с грудью, и если бы не генетическое по линии матери. Интересный вопрос, почему Юлию Началову от ее болезни лечил доктор Шуров, который является врачом-психиатром, и помогало ли его лечение, потому что доктор Шуров фигурировал в одной из программ, если не ошибаюсь, Андрея Малахова. Напишите мне в комментариях, если ошибаюсь, и почему именно этот доктор, этот врач лечил Юлию Началову. Возможно, он лечил ее от каких-то психологических болезней.
Почему от ее болезни Юлии Началовой лечил доктор Шуров? Вообще не в ту сторону идем. Что-то дает, какие-то препараты. Здесь не в ту сторону. Вот знаете, как не в ту сторону, не то, что у него не нужно лечиться, а не в ту сторону вообще не от этих болезней он лечил. Здесь как действительно давал какие-то препараты, медикаменты, может быть, для успокоения души, для того, чтобы ровное состояние было. Здесь как доктор Шуров помогал в плане каких-то психологических расстройств, для того, чтобы умиротворение наступило. Что-то давал, какие-то таблетки, какие-то препараты. На какое-то время становилось легче, но здесь между двух мечей. Нужно что-то совсем другое, нужно какое-то другое лечение. Как будто много времени потратила на то, что не нужно. На то лечение, которое не пригодилось ей в последующей жизни. В последующее время. Хорошо. Сигнификатор Юлии Началовой в день ее смерти. 16 марта, если не ошибаюсь, она умерла 2019 года. Сигнификатор Юлии Началовой в день ее смерти. Как себя чувствовала, о чем думала, что ощущала. Это сигнификатор, друзья. Сигнификатор Юлии Началовой в день ее смерти. Как себя чувствовала, что ощущала 16 марта 2019 года. Борьба организма. Но тут по пятерке мечей кто-то один сложил мечи. Это значит, организм перестает бороться. Это именно борьба организма. Это именно ее самочувствие внутри. Тут что-то родовое, друзья. Тут что-то неправильное на роду. Генетическое. Как душа отходит от тела уже. Душа отходит от тела, и это было написано где-то свыше. Ей пытались помочь, это правда. Это правда, врачи не забросили, ей пытались помочь. Восьмерка пентаклей. Кто-то присутствовал рядом с ней, как, знаете, здесь еще императрица, королева кубков, как мама. Но она уже отходила, я говорю, душа отходит в мир иной. Тут помочь было нельзя, но ей старались помочь. Ее сигнификатор уже душа отходит от тела. Да, уходит от нее. Я не вижу ее как телесную оболочку в этом мире, в этот день, в день ее смерти. Тут спасти было очень трудно, очень тяжело человека. Причина смерти Юлии Началовой и виновен ли кто-то, или ее нельзя было спасти действительно. Причина смерти Юлии Началовой. Главная причина смерти Юлии Началовой. Кровь, да? Что-то с кровью, кровотворение, кровосмешение. Кровь не идет по сосудам или что-то в крови, как заражение, сепсис. Да, заражение кровью. Кровь не такая, какая должна быть внутри. Все смешалось. Грязная кровь. Да, не та кровь, какая должна быть в организме, как организм борется с инородным телом, с инородными предметами. Кровь не та, как сепсис, да, как заражение крови. Виноват ли кто-то, ее нельзя было спасти. Это не врачи, не специально ее кто-то убил, не порча, друзья, даже не темный договор, который был заключен. Правда ли, что 13 марта певица была переведена в искусственную кому и ИВЛ? Правда ли, что 13 марта 2019 года певица Юлия Началова была переведена в искусственную кому и на ИВЛ? Правда ли это? Ну да, потому что ей пытались помочь, да? Потому что организм сам уже не работал, отказывался работать. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы на данную тему, пишите, пожалуйста, и те вопросы, которые соберут больше всех лайков, я сделаю на них шот-видео. Ей пытались помочь, ее перевели в искусственную кому, потому что организм не мог справиться сам. Да, организм больше не работал.
И душа Юлии Началовой, где она сейчас? Душа Юлии Началовой. Здесь без теории заговоров обошлись почти. Здесь просто несчастный человек, который всю жизнь делал то, что хотят другие. Душа Юлии Началовой, где сейчас? В другом мире, в иной реальности. Ищет новое тело, паж жезлов. Ищет новое тело, но здесь как схватили астральные сущности, когда мы переходим в астрал, нас хватают астральные сущности, проверяют, если мы проходим проверку, то мы проходим дальше, наша душа проходит дальше. Душе плохо, не может найти выхода. В другой проекции с астральными сущностями, где ей плохо, она не может найти выхода еще очень долго до ее реинкарнации. Да, еще очень долго до реинкарнации в тело, причем в тело мужчины почему-то. А женская суть от меня уходит. Как будто я проработала какие-то определенные кармические задачи по шестерке кубков. Кармические задачи для женщины, а для мужчины еще нет. Друзья мои, как я уже сказала, пишите, пожалуйста, свои вопросы на данную тему. И вопросы, которые соберут больше всех лайков, я сделаю на них короткие видео. Я напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, обряды. И мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. Обращайтесь, пожалуйста, за этим всем ко мне в личку. Личка указана в комментариях под любым видео. А я вас очень люблю и до новых встреч.